Мясоеды, возрадуйтесь! Этим видео мы открываем первую страницу энциклопедии стейков. Вы узнаете о стейках все. От выбора до корочки. Никаких общих понятий, кулинарного цирка и мифов. Только то, что работает. В каждом видео я приготовлю для вас новый стейк, гарнир к нему и соус, если потребуется. И покажу, как представить его в лучшем виде, как в настоящем стейкхаусе. Поехали! И сегодня я приготовлю для вас стейк, который заказывают чаще всего в легендарнейшем стейкхаусе Нью-Йорка Питер Лугер. Это стрип. Или стрип-лойн, или Нью-Йорк стейк. К этому я сделаю сочный крест-салат с интересной заправкой, жареные грибы и классический соус. Что же такое стейк? В кулинарии есть одно понятие стейка. Любой кусок мяса небольшого размера, или рыбы, кстати, все мы знаем стейк из лосося, называется стейком в кулинарии. Все остальное можно считать стейком, а это точно не стейк, это все обывательские разговоры. С этим определились. С чего начинается стейк-ужин? Он начинается с конца. Это как, знаете, делать китайский вот это вот стир-фрай быстрый. Все должно быть заранее готово, потом быстро все обжаривается и кушается. Поэтому стейк делается самым последним. Перед этим мы сделаем все дополнения, которые нам необходимы. Я начинаю с бекона. Это будет в нашем салате. И на этом мы тоже будем жарить наши грибы. Ну что ж, пока наш бекончик обжаривается, немного теории. Значит, когда я получал свое первое кулинарное образование в далекие 80-е в городе-герое Ленинграде, наш преподаватель, когда начал говорить о мясе и разных категориях, он сказал так: закройте глаза и представьте корову. Вот она идет. Какие мышцы у нее двигаются больше? Вот наша корова на не очень хорошей картинке. Представьте ее в движении. Что двигается больше всего? Двигаются плечевые, где-то здесь вот у ног, вот живот колышется постоянно, задняя часть. А что практически не двигается? Практически не двигается вот эта верхняя часть. И вот из этой верхней части у нас самые лучшие стейки, самые нежные стейки. Это стрип-лойн, который мы сегодня готовим. Это и портерхаус, и тибон, и рибай. Об этом будем мы говорить чуть попозже. В следующем видео мы обязательно приготовим рибай. Дальше у нас идет сирлойн, так называемый. Это как бы так называемый стейк бедняка. Он немножко чуть пожестче, но у него есть вот эта вот верхняя часть, которая воспета в латиноамериканской кухне. Это знаменитая бразильская пиканья, которую мы тоже будем готовить в одном из наших видео. Давайте поговорим о главном. Ну, пришли вы в магазин, вы хотите купить стейк. Какой стейк купить? Первый совет я вам дам: толстый. Стейк, если вы можете себе это позволить, берите стейк как минимум, вот как этот, где-то 2,5-3 сантиметра в толщину. Тут не длина главное, а толщина. Почему? Потому что, грубо говоря, такой стейк намного сложнее испортить. Чем тоньше стейк, тем сложнее его приготовить. Правильно приготовить. Мы не говорим о well done. Это особая тема. Не хочу ее затрагивать. Все, кто любит well done, вы просто убийцы. Шучу, конечно. Но на самом деле, ребята, даже экономически это не работает. Если вы покупаете хороший стейк, он стоит хороших денег. А когда вы делаете стейк well done, вы теряете приличное количество веса, за который вы заплатили. Наш бекон стал красивого цвета. Сейчас мы его переложим куда-то в сторонку. Будем продолжать. Следующий вопрос. Следующий вопрос – это
опять, я вам сказал, ребята, никаких общих понятий про стейк нет. И следующее понятие, которое многие говорят в одном стиле, это как начинать работать со стейком. Сразу из холодильника? Нет, он должен быть теплый, хотя бы за час, за полчаса и так далее. Это, к сожалению, все неверно. Почему неверно? Очень просто. Вот у вас стейк, допустим, 3 сантиметра, 3,5 здесь, 3,5 сантиметра стейк, полкило этот стейк весит. Его нужно где-то за час вытащить. Но если у вас тонкий стейк, допустим, вы делаете стейк на сэндвич, то его нужно готовить сразу из холодильника. Потому что это даст вам возможность сделать его сочным. Если он будет теплый, он через минуту уже станет well done, потому что он тонкий. Небольшое добавление про грибы. Во-первых, грибы, чтобы они не дали воду, нужно сразу их жарить на очень высокой температуре, сразу. Второе, не солите. Соль сразу даст выделение воды. Солите в конце. Вот, в общем-то, и все. Добавим сюда теперь уже немножко соли. Я использую только так называемую кошерную соль. Чуть-чуть перца. Почему не столовую? Потому что столовая соль, она и есть столовая. Она предназначена для стола, чтобы что-то подсаливать. Для этого она предназначена. Поэтому лучше немного чесночку. Где-то ползубчика, просто для запаха. Вот таким образом. Следующий короткий момент – это сковорода. Значит, идеально работают 3 сковороды. Нержавеющая сталь. Первый вариант. Стальная углеродистая сталь, сковорода из углеродистой стали. Это второй вариант. И номер 1 вариант – это чугун. Чугунная сковорода, она тяжелая. Поэтому, когда вы выбираете чугунную сковородку, кроме того, что вы думаете о размере, 2 ручки намного лучше, чем 1. С одной тяжелее работать. Стейк, прожарка. Значит, вот наш Нью-Йорк. Давайте вот на эту большую доску его выложим, чтобы было интереснее. Что я сделаю? Значит, наверное, есть, когда вот видят такие вот куски жира, люди некоторые хотят его срезать, потому что как бы, ну, я жирное не ем и так далее. И, в принципе, ничего в этом плохого нет, не едите жирного, не надо. Но срежьте этот жир, когда у вас стейк будет уже у вас на столе, на вашей тарелке. А пока он здесь и пока мы его готовим, он нам даст абсолютно ту сочность, которая нам нужна. Прожарка, все индивидуально опять, нет никакой классики, нет никаких общих понятий про прожарку. Толщина стейка определяет прожарку. Откуда этот стейк вырезан из говядины, части говядины, это тоже определяет, как его прожаривать. Разогреваем нашу сковороду. Чуть-чуть легкий дымок пошел, какой-то дымок пошел. Что я делаю? Никакого масла. Я кладу жиром вот так на низ. И мы будем выплавлять жир сначала. И потом на этом жире мы добавим туда еще кое-что. Мы будем жарить наш стейк. Раньше было такое понятие. Положил в одну сторону, забудь про него, не трогай. Потом перевернул еще раз и готово. Современная кулинария работает по-другому, и это правильно. Значит, стейк переворачивается довольно часто, чтобы добиться ровной корочки, чтобы у нас не было залысин, так называемых. Потом покажу, если будут. Нужно переворачивать часто. Каждые 30-45 секунд. Зависит от тоже толщины стейка. Если у меня стейк был бы в 2 раза толще, где-то вот такой толщины, я бы его переворачивал каждую минуту, а не 30 секунд. Вот. Проверяйте всегда. Если вы пользуетесь не щипцами, а, допустим, вилкой какой-то такой кухонной большой, не цепляйте вилкой посередине. Не надо втыкать ее в середину стейка, переворачивать, а где-то с краю.
втыкайте. Так вы сохраните стейк точнее, из него не вытечет сок. Так, что у нас? О, смотрите, уже красотуля какая. Какой у нас красивый жир. Все, переворачиваем стейк, кладем его посерединке. Немножко так прижали, чтобы он всей поверхностью был на нашей сковороде. И начинаем отсчет. Рекомендую пользоваться таймером. И если вы действительно потратились на хороший стейк, термометр. Обязательно термометр. Сейчас мы говорим про прожарку. О, смотрите, первые 30 секунд. И обратите внимание, перевернул. Ставим опять на 30 секунд таймер. Время пошло. Так, следующие 30 секунд. Перевернули. Пошли дальше. Все время работаем с температурой. Дыма не... Когда вы говорите, ой, должна быть на максимум, дым неправильно. Надо все время регулировать. Немножко дыма, it's okay. Но тут дымовуху устраивать абсолютно нет смысла. Теперь про прожарку. Почему важен термометр? Хороший стейк. Вы хотите его сделать medium rare. Даже rare, кто хочет. Прекрасно. Medium. Well done. Ну, Бог вам судья, как говорится. Значит, по температурам. Термометр очень важен. Если термометра нет, есть такая вещь шефская. Это вот 5 пальцев. Значит, вот эта часть руки, кисти, вот это мякоть. Когда вы дотронулись большим пальцем до указательного, не прижали, только дотронулись. Вот потрогайте здесь, а потом потрогайте ваш стейк. Если у вас тоже ощущение, это rare. Потом вы переложили большой палец на безымянный, на средний, тоже не прижали, только дотронулись. Тут стало чуть пожестче. Это будет medium rare. Примерно. Дотронулись до безымянного пальца, medium и мизинец well done. Это если нет термометра. Ну, хороший стейк. Термометр не такая дорогая штука и служит практически вечно, только меняем батарейки. Проверяем наш стейк. Он не одинаковой толщины, поэтому смотрите. Здесь он уже medium. Здесь он еще даже не medium rare. Он практически rare. И здесь он чуть побольше, чуть побольше. Medium rare это, сейчас вспомню, 54 градуса. Medium 60, 43 rare, 54 medium rare, 60 medium. Я буду есть medium rare, потому для меня это уже достаточно. Что я делаю? Следующий этап, последний, это отдых. Мясо нужно отдохнуть. Жар от внешней части должен пойти вовнутрь. И это достигается отдыхом. Значит, иногда просто кладут в сторону, закрывают какой-то там фольгой. Он парится таким образом. Предлагаю лучший вариант. Просто теплая духовка. Не горячая, теплая духовка. Отправляете в духовку, пока вы делаете все остальное. И он отдыхает. Такой стейк, опять, нет общей догмы. Такой стейк где-то 10 минут должен отдыхать. Итак, наш стейк оставил прекрасное масло и маленькие кусочки. Это то, что нам нужно. Мы сейчас будем делать на этом классический соус, подливу на стейк, который в любом стейкхаусе. Все это. Это у меня шалот. Я его мелко порезал. Это 1,5 шалота здесь. К этому я добавлю топленое сливочное масло. Намного лучше, чем просто сливочное. Ну, во-первых, вкус потрясающий. Во-вторых, оно не горит. Мы немножко припустим лук. Шалот готовится просто моментально. Поэтому жарить его ни в коем случае не нужно. Он сгорает проще очень быстро. Бросаем сюда свежий тимьян, свежий розмарин, чеснок. Вот так вот раздавим его. Сюда же. Вот таким образом. Я так думаю, еще немножко топленого масла сюда, чтобы у нас было все хорошо. Следующий этап. Бренди.
О! Маленькие технические неполадки. Брюки не превращаются. Хорошо. Мы упарим этот бренди другим образом. Просто упарим его немного, выпарим алкоголь. Окей, значит, алкоголь выпарился. Сливки, которые я добавил где-то пол чайной ложки говяжьего концентрата и дижонская горчица. И мы это вместе сейчас немного упарим. Проверим на соль. Добавим свежемолотый черный перец. Это знаменитый соус апуавр. Перечный соус. Это один из самых классических соусов на стейк. Последнее, что нам осталось, это наш салат. Крест-салат. Он очень хорошо подходит к стейку. Он такой перечный, такой горчичный. Сейчас мы сделаем очень легкую заправочку к нему. Мед. Дижонская горчица. Это вот 3/4 чайной ложки. Где мой уксус? Винный уксус. Это вот так. Немного перца. Чуть-чуть соли. Перемешали это быстренько. Вот таким образом. Чуть-чуть нейтрального масла сюда. И все. Наша заправочка готова. Класс. Бросаем сюда наш крест. Перемешали его. И будем накрывать. Наш стейк отдохнул где-то минут 10. Вот как мы это сделаем. Как это делается в лучших домах Калифорнии. Наши грибочки вкусные. Салат. Крест. Сочный. Соус потрясающий. Дижонская горчица. Винный уксус. И мед. Ну и разумеется, ради чего мы это все делали. Это наш, немножко для цвета, да? Так вот. Чтобы было красивше. Или красивее. Ну, а бекон-то мы зачем делали? Хрустящий. Этот соус, это просто что-то наивкуснейшее, потрясающее. Вот таким образом. Где-то вот так вот, да? Это, вот в этот момент, да, вы можете срезать жир, если мне жир, допустим, нравится. Как резать стейк? Классически, где-то под 45 градусов. И не режьте его тонко. Стейк сочный, поэтому вы должны наслаждаться, если он будет... Сейчас. Я знаю, ребят. Подождите. Все будет сейчас. Сейчас все будет. Идеальный medium rare. Идеальный medium rare. А вот тут маленький, более мелкий кусочек. Это, в принципе, medium. Он сочный, но уже нет розового в середине. Еще одна причина покупать толстый стейк. Это более демократично. Это более демократично, потому что каждый может выбрать себе кусок по своему желанию. Это первый стейк. Это только начало. У нас еще впереди столько этих стейков. Будьте здоровы, ребята. Приятного аппетита. Красное вино к этому лучший вариант. Комментируйте. Понравилось? Ставьте большой палец. Не понравилось? Объясните почему. До новых встреч. Пока.